И когда мы с вами вдруг понимаем, что нам не хватает, знаете, какого-то умного человека, какого-то умного существа, для того, чтобы нам объяснил вообще, что вокруг происходит. Знаете, мы иногда, как дети малые с вами, не видим ничего, не слышим, как слепо-глухонемые. И тогда, вот в этот самый момент, принюхайтесь. Чувствуете? Антоха! У Виктора Пинчука большой бизнес, полученный им в годы президентства Леонида Кучмы, который является его зятем. Бизнес этот работал... Кучма, старый развратник, женился на дочери Пинчука, если вдруг вы не знали. Так бывает, знаете, я смотрел фильм когда-то «Не грози Южному Централу». Так вот там он был с папой, а папа был младше его. Ну, всякое в жизни бывает. Это конфликт, кого-то лишил семьи, кого-то лишил родных, кого-то лишил крова над головой. Ну а Виктора Пинчука лишил дополнительных доходов от его бизнеса. Поэтому он переживает, нервничает. Конфликт всего лишил, Пинчука лишил денег. А вот эту вот свинку Пеппу, кстати, до конфликта у нее было намного меньше состояния, чем после конфликта и во время. Но у нее есть одна отличительная особенность. Она берет деньги из ничего, вот так. И сразу же в ее маленьких ручках оказываются значительные суммы, за которые она покупает квартиры, машины жене и все такое. Ну, никто не приходит и не спрашивает. Это тоже, вот мне кажется, это как-то связано, наверное, тоже с конфликтом, да? Антоха! Но я категорически против проведения выборов на территории Донбасса, оккупированной Российской Федерацией, до тех пор, пока там не будет условий для проведения таких выборов. То есть контроля Украины над этими территориями. Антоха. Хватил. И я-то помню, что условием был контроль над границами, но не контроль над всеми территориями. Антоха, знаете, он далеко глядит. Ну и обсуждается, понятно, вы уже поняли, обсуждается статья Пинчука в The Wall Street Journal. Та статья, которую мы сегодня уже обсудили, которая у всех на устах. И вот Антоха как раз таки демонстрирует свою обизнанность, знаете, вообще погружение в вопрос. Как я понимаю, газета New York Times, она тоже имеет определенный срок на редактуру статьи. Они могли разместить статью Константина Елисеева, могли не разместить. Газете New York Times, конечно, требуется время для того, чтобы подготовить статью. Более того, время требуется еще и журналу Time. Время требуется всем, и московскому комсомольцу. Но какое это все имеет отношение к изданию The Wall Street Journal, в котором, собственно, и была напечатана статья Пинчука? Антоха просто не знает. Кроме того, Константину Елисееву нужно было подготовить. Поэтому я не считаю, что эта реакция запоздалая. Материал Константина Елисеева вышел в ответ на материал Пинчука. За 4 минуты до того, как Антон сказал, что Константину Елисееву нужно было подготовить этот материал, он сказал, что это не Константина Елисеева, по сути, материал, а президента Порошенко. Давайте что касается Елисеева заявления, то я хочу сказать для наших телезрителей, это заявление не Константина Елисеева, это позиция президента Порошенко. Я должен сказать, это говорит не Константина Елисеева. 4 минуты. Это Константин Елисеев, потому что ему надо было подготовить. И сидел он по ночам и писал, готовил. Ну, дальше Антон в свойственной ему манере рассказывает о том, что и неведомые силы хотят подорвать веру украинцев в украинский парламент. Огромное количество сил брошено последние 2 года на то, чтобы подорвать веру украинского народа в украинский парламент и провести досрочные перевыборы, на которых бы победили бы оппозиционный блок и определенные оппозиционные силы, которые бы стали бы, по мнению российских кремлевских стратегов, проводить более лояльную Кремлю политику. Ну вот под конец он сказал, что это за силы. Понятно, это кремлевские силы. И эти же кремлевские силы тайно подбросили народным депутатам, для того, чтобы в Е-декларировании их декларации выглядели, как-то ненормально, подбросили всякие ценности. По-моему, это очевидно, знаете, а депутаты уже перед тем, как писать Е-декларирование, пересчитывают просто, смотрят на 1 миллион больше. Понятно, что надо его задекларировать. Скорее всего, так все и было. Дальше он опять рассказывает про New York Times, это имеет в виду The Wall Street Journal. Поэтому можете считать слова на New York Times статье Константина Елисеева словами Петра Порошенко. Вы знаете, может быть, конечно же, Константин Елисеев что-то написал и для New York Times. И об этой тайной статье Константина Елисеева и говорит постоянно советник министра МВД. Вы знаете, мне кажется, что для Мари Ле Пен это сильно много чести, чтобы посла Франции приглашал наше Министерство иностранных дел и делал такие высказывания. Она кандидат в президенты Франции.
Это уже специалист по всему Антон Геращенко комментирует Мари Ле Пен. Какую-то... Вы слышали вообще, кто это такая Мари Ле Пен? Антон Геращенко, вот я про него слышал, допустим, про Мари Ле Пен не слышал. Правильно, Ле Пен, да, правильно говорить. Вообще, я не знаю, кто это такая. А он говорит, что президентом еще более того, скорее всего, станет социалист после Олланда. Я очень надеюсь вместе с вами, наверное, что она президентом Франции таки не станет. Президентом Франции будет более умеренный кандидат, наверное, социалист, скорее всего. Один маргинал уже был, это был Трамп, и сейчас этому маргиналу придется целовать в засос пятую точку. Но есть еще и другие маргиналы. Скорее всего, вот представители этих маргиналов станут президентами других важных государств. О них Антоха и рассказывает. И вот этих маргиналов поддерживает Россия, понятно. И есть также другие маргинальные партии, которые пока, к сожалению, набирают силу в Европе. Причем набирают они не без помощи Российской Федерации. Объясню почему. Ну и дальше начинается просто сущая конспирология. В общем, с весны 2015-го эти все националистические партии начали набирать силу. А почему? Потому что хлынули мигранты. В общем-то все правильно, если не знать, что он скажет потом. Дело в том, что набор силы и поддержки избирателей националистических партий начался весной 2015 года, когда в Европу хлынул поток сирийских иммигрантов. Теперь слушайте, откуда взялись вот эти вот все мигранты эти все в Евросоюзе. Война в Сирии ведется с 2011 года. Для наших телезрителей я не открою большой секрет, а может открою и скажу, что именно финансированием и организацией доставки миллионов сирийских и ливийских иммигрантов занимаются российские спецслужбы. Антон Юрьевич, может у вас и цены есть вообще? Сколько там за доставку мигрантов в Европу? Это план Путина. За голову дается $1000 контрабандистам, которые организовывают переправку этих людей в Европу. В Европу по всяким разным подсчетам попало около 2 миллионов вот этих вот ребят. Получается 2 миллиарда долларов. Но я вот себе думаю, хорошо, начали осуществлять доставку по 1000 за каждого, платить за каждую голову, чтобы их перевозили в Европу. Потом своим СМИ, которым тоже выделяют они, россияне, очень колоссальные средства, начали давать указания, рассказывать о том, что не надо Европе так много принимать беженцев. То есть, с одной стороны, они оплачивали перевозку этих беженцев, а с другой стороны, они оплачивали пропаганду того, что Европе надо прекратить привозить этих беженцев. С третьей стороны, они оплачивали критиков России, которая говорит о том, что не надо принимать столько беженцев. А с четвертой стороны, они оплачивали каждого мудака, который встречал этих беженцев, растянув плакат «Refugee welcome». И еще с пятой стороны, они оплачивали одну фрау, которая говорила «Welcome, welcome, приезжайте все». Когда весной 2015 года Путин утвердил план, потому что необходимо создать Европе проблему, чтобы она меньше уделяла времени Украине, то это очень просто сделать. Миллион мигрантов, $1 миллиард. Что такое $1 миллиард для России? Это вообще ничего. За $1 миллиард обеспечена доставка миллиона беженцев в Европу. Я тоже смотрю вот на Антона и не могу понять. Вы все время говорили о том, что рассказы о том, что мигранты там насилуют кого-то, мигранты там что-то плохое делают, это все российская и околороссийская пропаганда. Я помню сообщения из Калеи, говорили тогда, это все пропаганда, это ложь. Я помню, когда говорилось, стоп, остановите этот поток, вы же бесконтрольно впускаете их в Европу. Тогда говорилось, заткнись, ты что, не любишь рефьюджи? Я говорил, да, я не люблю людей, которые едут, вот такие вот морды, они сами не знают, чего они едут, куда они едут. Почему вы рассказываете постоянно о женщинах и детях, если там женщин и детей на паромах практически не было? Я это говорил, а мне говорили, заткнись. А сейчас вдруг выясняется, что те, кто везли вот эти вот морды, это все российские спецслужбы. И за каждую эту морду еще и платили по $1000. Ну, конечно, так не оказывается. Конечно же, все это оказывается только в больном мозгу или просто в маленьком, крошечном, как орешек, мозжечке Антона. Я вот вижу, в каком ужасном состоянии сейчас находится европейское сообщество. Я имел встречу вот вместе с коллегами-депутатами в ноябре с секретарем Совета Европы. Они не знают, что с этим делать. Потому что по декларации всеобщих прав человека, соблюдаемой всеми европейскими странами, нужно спасать каждого гражданина. Это я видел, эту карикатуру, когда едет, вставляет себе палку в колесо, падает, потом кричит «проклятый Путин». И европейцы не знают ответа. Путин им реально создал за небольшие по меркам России деньги проблему. Он просто использует методы работы советских еще спецслужб, когда надо было провести какой-то переворот, какое-то влияние, какое-то давление. Вот все, ничего нового. Ну, тихо. Вот рост вот этих вот мигрантов, из Африки там, это все привело к росту настроений ксенофобских и отразилось на чем? На Украине.
Это же в Антон итоге и Юрьевич. повело за собой рост настроений антиукраинских в Европе, ксенофобских настроений по Ну такая Брекситу и так комбинация, далее. ничего себе вы рассказываете, Ну, а как Путин Путин очень всё не дурак, вы организовал. знаете. Ну, подождите, Василий Голованов задает Антону, по всей видимости, прозрев от того, что он слышит в студии, вопрос вполне логичный. Как вот в голове у европейца связывается наплыв значит, там, беженцев сирийских, Очень например, просто. с проблемой в Украине? И Антон объясняет, что помните голосование Нидерландов? И, конечно же, это все произошло из-за сирийских мигрантов, а не из-за того, что туда приехала команда идиотов, которые катались на велосипеде и поутру кричали «Слава Украине!». Ну и дальше он рассказывает, что, в принципе, у них по секретной информации там была, у них все. А почему вы ее раньше не рассекретили? Так надо было сразу же говорить, слушайте, Меркель подкуплена Путиным, потому что она же громче всех кричала «Refugee welcome», а? Но такой поток целенаправленных беженцев пошел именно с 2015 года. По нашей информации, и не только нашей, американских спецслужб, европейских спецслужб, это организовано при поддержке Российской Федерации. Целенаправленно, профинансированы по каналам контрабандистов, бандитов, которые начали системно доставлять и организовывать каналы. И раньше беженцы шли, но это был тонкий ручеек. А с весны 2015 года это пошел мощный поток. Мощный поток сознания. Дальше Антон, так как он специалист по всему, и хоть я сегодня с утра слышал, что у него нет юридического образования, и он несет полную околесицу в деле Пашинского, который подстрелил человека, он и это тоже комментирует. Но здесь раздается звонок другого специалиста, Мосейчука, Игоря Мосейчука. И вы помните, да, ситуацию с Пашинским. Игорь Мосейчук начинает ее комментировать. В контексті справи Пашинського на те, що у нас дуже м'яке покарання тим, хто не тверезий сідає за кермо. Подожди, Игорь, может ты что-то перепутал просто, потому что никто там за рулем нетрезвый не сидел. Тим, хто не тверезий, кидається під колеса автомобілів. Игорь, остановись, подожди. Ну, никто не трезвый не бросался под колеса автомобиля, нет. Незалежно, хто за кермом. Пашинський, Мосійчук, Геращенко, Ляшко, чи ще хтось, чи просто сантехнік. На заднем плане я лично слышу, как стаканы вроде как ударяются. Я думаю, может быть, с этим связано, потому что с инцидентом с Пашинским, вот все, что перечисляет Игорь, абсолютно не связано. Ці люди мають нести відповідальність. Сів нетверезий за кермо. Це має прирівнюватись, на моє переконання, до замаху на вбивство. Вы слышали вроде как откупорилась бутылка на заднем фоне? И какие нетрезвые за рулем? Не было там нетрезвых за рулем. Стоп! Игорь, остановись! Адже це загроза людям. І другий момент, який піднявся. Я вважаю, що парламент має якнайшвидше почати розгляд закону про цивільне озброєння. А при чем тут гражданское вооружение? И что? И они бы там друг друга постреляли? Мне кажется, что Игорю позвонили и сказали, что какая-то другая есть тема. Или одно из двух. Но в любом случае, мы так и не узнали, что он хотел донести до нас, потому что... Цивільне озброєння. К сожалению, очень невысокое качество связи. О, ну я надеюсь просто, что не на стол. Я надеюсь, успел добежать. Была информация, что прокуратура собирается привлечь к ответственности водителя маршрутки. Видели, да, такое сообщение? Адвокат Химикуса заявляла. В Фейсбуке некоторые средства массовой информации перепечатали и так далее. Оказалось, что это все чистый фейк. И адвокат Химикуса сразу же отреагировала. Сегодня в 19:50 Антон Геращенко в эфире 112 заявил, что выложенное мною извлечение из ЕРДР с фабулой дела Пашинского Химикуса – это фейк. Данное извлечение я сфотографировала в палате, получив его из рук следователя прокуратуры Киевской области в присутствии нескольких человек. Услышав от Геращенко о том, что выписка фейк, я думаю, что фейком является он сам. Если советник министра внутренних дел врет в таких мелочах, то что можно было ждать от начатого ими расследования событий, в которых его партийный соратник подстрелил человека? Верите Антону? Я лично верю, как себе. Вот смотрите, как слепили фейк какой. Грамотный такой, красивый фейчину такую.
То есть кто-то взял, нарисовал фальшивый документ, выложил его в соцсети. Зачем? Чтобы подогревать интерес к этому делу. Дальше Антон, ввиду того, что он специалист просто по всему, он рассказывает о Сингапуре, в котором премьер-министр получает $1,5 миллиона. И вы знаете, когда в Сингапуре, такой небольшой стране, но очень развитой, которая 50 лет назад была в нищете, там премьер-министр получает $1,5 миллиона. А до этого они обсуждали, что надо, чтобы там, премьер-министр в Украине получал там 100 тысяч гривен. Вот что они обсуждали. И тут он говорит $1,5 миллиона. Ну, и понятно, он говорит достаточно уверенно. То есть понятно, что человек разбирается. Ну да, только он забыл сказать, что он подсчитал, сколько они получают в год. В год. И не 1,5, а 3, но зато не в месяц, а в год. Но звучит, главное, как, смотрите, $1,5 миллиона. И все так, ого, нормальная зарплата какая. И дальше он меня просто сражает на повал. Побоялся Ли Куан Ю посадить 3 друзей. Значит, 3 друзей он посадил на вот 23-й год своего президентства. Это тоже правда. Ну, То есть подождем еще я просто являюсь 20 лет? специалистом по Ли Куан Ю. У меня его книга настольная является. Не в том вопрос. Просто Я, говорит, специалистом, у меня его книга настольная. У него настольная книга Ли Куан Ю, и он не знает, что Ли Куан Ю никогда не был президентом. Поэтому не мог он на каком-то там году своего президентства посадить своих друзей. Потому что он президентом не был. На этой оптимистической ноте я рад, что 3 друзей он не посадил на 23-м году президентства, потому что он не был президентом. Значит, 3 друга остались гулять, знаете, а его заявление о 3 друзьях, так это вообще не его заявление, потому что он же не был президентом. В общем, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем. Ребята, приглашайте чаще этого советника министра МВД. И мне просто вот в очередной раз, да, вот я просто поражаюсь. Вот он же что-то министру советует. Пока.